В Иране официально избрали нового верховного лидера, но имя держат в секрете. Трамп заранее предупреждал, что этот человек – следующая цель для ликвидации. Тьма накрыла город. После ударов по нефтехранилищам. В Тегеране мазутные облака, нефтяная пленка на всем вокруг, кислотные дожди и горящая на улицах нефть. Иран начал бить по опреснительным установкам в Бахрейне и других странах. Это часто единственный источник питьевой воды в странах Персидского залива. Трамп заявил, что иранцы сами ударили по школе для девочек. А война продолжится до полного уничтожения всего руководства Ирана и вооруженных сил страны. Секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани назвал высказывание Трампа крайней степенью глупости. Президент Пезешкиан опять извиняется за удары. Китай тоже оценил политику Трампа в мире. Его же словами: «Этой войны никогда бы не было». 30 секунд кашля Путина в честь 8 марта. Пресс-служба Кремля случайно выложила неотредактированное поздравление с праздником. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Совет экспертов Ирана 8 марта избрал нового верховного лидера, сообщает агентство МЕР со ссылкой на членов Совета. Имя выбранного лидера пока не раскрывается. Его должен официально объявить глава секретариата Совета экспертов Хосейни Бушехри, который пока не делал заявлений. Совет экспертов состоит из 88 богословов-правоведов, экспертов в исламском праве. Они должны были определить преемника аятоллы Али Хаминеи, который погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля. В ночь на субботу, 7 марта, Тегеран оказался окутан густыми черными облаками после авиаударов Израиля по нефтяным объектам столицы. Это, по сообщениям СМИ, первая атака на энергетическую инфраструктуру Ирана с начала операции «Эпическая ярость» неделю назад. В результате погибли 4 водителя автоцистерн, а взрывы нефтехранилищ привели к выбросу значительных количеств токсичных углеводородов, серы и оксидов азота, предупреждает иранский красный полумесяц. Осадки, смешанные с этими веществами, делают дождь крайне опасным, вызывающим ожоги кожи и повреждения легких. По данным агентства Фарс, были поражены 4 нефтехранилища и 1 производственный центр в провинциях Тегеран и Аль-Борс. Многочисленные видео очевидцев показывают столбы огня, поднимающиеся в небо, и улицы, покрытые черной маслянистой пленкой. Один из очагов возгорания зафиксирован на бульваре Кухсар в районе Шахран, примерно в 2 километрах от нефтехранилища, которое подверглось удару. Иранцы ударили беспилотником по опреснительной станции в Бахрейне, сообщило Министерство внутренних дел королевства. В результате атаки пострадали 3 человека, а обломками дрона было повреждено здание университета. Кроме того, повреждена сама установка по опреснению воды, критически важный объект для стран Персидского залива, где природных источников пресной воды крайне мало. В Катаре почти вся питьевая вода, около 100%, получается через опреснительные установки. В Кувейте и Бахрейне около 90%. В Омане 86%. В Саудовской Аравии до 70%. Вывод из строя таких объектов даже на короткое время способен вызвать серьезные последствия для миллионов жителей региона. Кроме того, системы противовоздушной обороны Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов 8 марта перехватили иранские ракеты и беспилотники, сообщило агентство France Press со ссылкой на официальные источники. В Кувейте после атаки беспилотника загорелся небоскреб, где находится главный офис службы социального страхования страны. Позже власти сообщили о гибели 2 пожарных при исполнении служебных обязанностей, детали обстоятельств не уточняются. Иранские войска одновременно запустили несколько ракет по Израилю. Сообщений о пострадавших нет. Также Израиль подвергся атакам беспилотников со стороны Ливана. Дубай покидает все больше людей. Полеты были возобновлены уже через час после того, как аэропорт Дубая был атакован иранским беспилотником. В воскресенье пассажиропоток значительно увеличился. Национальный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов, авиакомпания Emirates, выполняет ограниченное количество рейсов из Дубая и Абу-Даби по безопасным воздушным коридорам. По данным Flightradar 24, пассажиропоток в аэропорту Дубая в воскресенье вырос почти вдвое по сравнению со средой, но оставался на уровне около четверти от обычного. Emirates сократила расписание полетов по 82 направлениям, включая Лондон, Сидней, Сингапур и Нью-Йорк. Пересадочные рейсы допускаются только при условии выполнения стыковочного рейса. Из-за закрытия большей части воздушного пространства региона многие пассажиры пытались добраться до аэропорта в последнюю минуту, переправляясь на автомобилях из других стран или даже используя частные самолеты. Ограниченное количество коммерческих и чартерных рейсов с трудом справляется с эвакуацией десятков тысяч людей. Президент США Дональд Трамп заявил,
что война против Ирана может закончиться только в том случае, если у страны больше не останется функционирующей армии и действующего политического руководства. По словам Трампа, в данный момент он не заинтересован в переговорах с Тегераном. Он добавил, что продолжающаяся воздушная кампания может сделать сам вопрос переговоров бессмысленным, если иранская армия будет уничтожена, а потенциальные лидеры страны ликвидированы. Вот главные заявления Дональда Трампа, которые он сделал на борту президентского авиалайнера. Соединенные Штаты в первый день войны разбомбили начальную школу для девочек на юге Ирана и убили 175 человек. Нет. По моему мнению и потому, что я видел, это сделал Иран. Это правда, мистер Хексет? Это сделал Иран? Мы, конечно, проводим расследование. Расследование все еще продолжается. Но единственная сторона, которая наносит удары по гражданским, это Иран. Мы так считаем. Мы считаем, что это сделал Иран. Потому что, как вы знаете, их боеприпасы очень неточные. У них вообще нет точности. Это сделал Иран. Есть ли у вас какие-то признаки того, что Россия как-то поддерживает Иран в этой ситуации? Нет у меня никаких таких признаков. Если и поддерживает, то делает это не очень хорошо. Потому что у Ирана дела идут не слишком хорошо. Рассматриваете ли вы возможность использовать стратегический нефтяной резерв и распечатать его в какой-то момент? Стратегические резервы. Ну, это я их наполнил. Байден их использовал, чтобы получить дополнительные голоса на выборах. В итоге оказалось, что на выборах даже не он баллотировался, а Камала. И она, очевидно, никаких дополнительных голосов не получила, потому что мы одержали абсолютную сокрушительную победу. Так что он не должен был использовать их для этого. Я наполнил резерв, а он опустил его до самого низкого уровня за всю историю. Мы начнем пополнять стратегические резервы в подходящий момент. По сути, когда подскажет интуиция. Тогда мы и начнем снова их наполнять. Вы сказали, что хотите участвовать в выборе следующего лидера Ирана. Можете рассказать об этом? Потому что я не хочу возвращаться к этому каждые 10 лет. Обычно президенты этим не занимаются, потому что просто не понимают. Но мы не хотим возвращаться к этому каждые 5 или 10 лет и снова все повторять. Поэтому мы хотим выбрать президента, который не будет вести свою страну к войне. Что именно вы хотите видеть в возможной сделке? Считаете ли вы, что сейчас у вас максимальные переговорные рычаги? Думаю, президент уже доказал, что они у нас есть. У нас очень сильные переговорные позиции, возможно, максимальные, но мы не стремимся к соглашению. Они хотят договориться. Мы не стремимся к соглашению. Господин Уитков, вы сообщали россиянам, чтобы они не передавали Ирану данные для наведения и другую помощь. Я очень четко это сказал. И считаете, они этого не делают? Надеюсь, что нет. Есть ли у вас какие-то доказательства? Мы не знаем, но это не особо помогает. Если посмотреть, что произошло с Ираном за последнюю неделю, если они и получают какую-то информацию, она им явно не сильно помогает. Похоже ли на то, что у них заканчиваются один или оба типа дронов? И я думаю, если посмотреть, они запускают гораздо меньше, намного меньше дронов. Их сейчас буквально уничтожают. В какой-то момент, думаю, может не остаться никого, кто скажет: мы сдаемся. Их сейчас просто уничтожают. Некоторые иранцы обеспокоены, что курды могут создать автономный регион, как это произошло в Сирии и Ираке. Мы не рассматриваем вариант ввода курдов. Мы очень дружим с курдами, как вы знаете, но мы не хотим делать эту войну еще более сложной, чем она уже есть. Вы полностью исключаете такой вариант? Да, я исключаю его. Я не хочу, чтобы курды входили туда. Я не хочу, чтобы курды пострадали или были убиты. У нас хорошие отношения. Они готовы войти, но я сказал им, что не хочу, чтобы они это делали. Али Лариджани, официально один из 3 человек, сейчас управляющих Ираном после устранения Аятоллы Хаминеи, в интервью ГОС-ТВ Ирана заявил, что идеи Трампа насчет капитуляции Ирана и выбора лидера американцами крайне глупы. А сами иранцы никогда не простят США нападение и развязывание войны. Они пытались нарушить нормальную жизнь людей. Сегодня я увидел, что господин Трамп угрожает. Мол, мы будем наносить удары по тем людям и по тем слоям населения, которые до сих пор не пострадали от этих событий. Почему? Потому что все, на что он рассчитывал, чтобы народ Ирана откликнулся на его призывы, не произошло. Он даже угрожал и говорил: некоторые из вас присылали нам сообщения, что если мы атакуем, вы присоединитесь к нам. А если в нынешних обстоятельствах вы не присоединитесь, мы вас разоблачим. Трамп не понимает. Иранцы могут иметь разногласия между собой, но они остаются иранцами. Они стоят за Иран и не будут сотрудничать с вами ради раздела Ирана. Кроме того, народ Ирана видел, чем заканчивались вмешательства США в регионе. Вы вмешались в Ираке. И что стало с народом Ирака? Вы вмешались в Афганистане. Все это перед глазами иранцев. Вас не заботит народ Ирана.
Ну, естественно, все начинается с правительства. Он говорит, что по поводу будущего лидера я должен высказать свое мнение. На мой взгляд, это человек, совершенно оторванный от реальности. Он не понимает, что ни одна страна не примет подобного. Особенно иранцы, которые всегда демонстрировали определенную интеллектуальную зрелость и гражданскую культуру. Как можно выбирать за них? Это крайне глупая идея. Американцы должны знать, мы не оставим их в покое. Вы оставили рану в наших сердцах. Мы не дадим вам жить спокойно. Вы должны признать, что больше не имеете права совершать агрессию против Ирана. Признайте, что совершили дерзость. Какое международное право говорит, что одна страна может нападать на другую из-за искушения, как сам Трамп сказал? Вы нападаете из-за искушения? Пусть увидят, к чему это приведет. Мы не закрывали Ормузский пролив. Фактически он оказался закрыт. Никто не может проходить через него, потому что там происходят постоянные столкновения. Они атакуют наши суда, и мы тоже вынуждены атаковать их. Сейчас они уже измотаны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США и Израиль хотят посеять раздор между исламскими странами на фоне того, как война на Ближнем Востоке вступила во вторую неделю. Накануне Пезешкиан извинился перед соседними государствами за иранские атаки ракетами и дронами, после чего удары продолжились. Всего за сутки были атакованы гражданские здания в Дубае и Катаре. Тем не менее, Пезешкиан уверен, что атаки не означают, что у Ирана война с пострадавшими государствами. Враг, Израиль и США, хочет, чтобы мы и исламские страны воевали друг с другом. Они хотят посеять между нами раздор. Снова и снова мы говорили и продолжаем говорить, что намерением и целью покойного лидера, аятоллы Али Хаминеи, было то, чтобы мы считали соседние страны своими братьями и чтобы наши отношения с ними были хорошими. Но происходит следующее. Если с территории какой-либо страны они, США и Израиль, атакуют нашу землю и совершают агрессию, естественно, мы обязаны ответить на эти атаки. Когда мы отвечаем, это не означает, что у нас есть спор с этой страной. Это не означает, что мы хотим причинить вред людям, которые там живут. Если между нами возникают разногласия, мы должны решать их внутри и не позволять им, Израилю и США, использовать эти разногласия для осуществления своих злонамеренных планов. Этого нельзя допустить. Америка и Израиль, которые без всяких колебаний убивают 168 невинных детей, не испытывают никакого стыда за это. Они не испытывают стыда за то, что устроили резню от 50 до 60 тысяч человек в Газе, а затем хотят говорить, будто это мы в Иране хотим убивать людей, мы со всей силой противостоим тем, кто нападает на нашу страну, и будем отвечать со всей силой. Наш Иран, наша страна не склонится легко перед запугиванием, перед притеснением, перед агрессией, и никогда не склонялась. И невозможно, чтобы наш героический народ легко отступил перед угрозами, которые они высказывают. В Осло в ночь на 8 марта произошел взрыв у здания посольства США, сообщили норвежская полиция и местные СМИ. Событие произошло около часа ночи по местному времени. По информации правоохранителей, серьезных повреждений и пострадавших нет. Взрыв произошел у входа для посетителей. Полиция обследовала прилегающую территорию в районе Моргедалсвеген, примерно в 7 километрах от центра норвежской столицы, и призвала очевидцев сообщить любую информацию о случившемся. Я увидел густой слой дыма, который накрыл практически всю улицу. Не дорогу, а именно пространство улицы, где люди ходят. Позже я увидел вертолет, который кружил над посольством. И да, мы видели очень густой дым. Прямо здесь, сразу за этим местом. Мы сначала не знали, что происходит, но после всех новостей про ситуацию между США, Израилем и Ираном, подумали, что это, возможно, какой-то протест. Потому что раньше у посольства США уже проходила акция протеста. Сначала мы подумали, что ничего опасного нет, но позже, когда посмотрели новости, оказалось, что это, вероятно, какое-то нападение. Мы до сих пор не знаем точно. Полиция тоже пока не знает, что именно произошло, какое оружие использовалось и кто это сделал. Но у входа там есть повреждения. Прямо позади меня — это один из входов на территорию посольства США. На опубликованных в соцсетях фото видно разбитое стекло у входа в консульский отдел, трещины на двери и следы дыма на плиточном полу. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде охарактеризовал инцидент как неприемлемый и подчеркнул важность безопасности дипломатических представительств. Израиль нанес авиаудар по отелю «Рамада» в центре Бейрута, где, по данным израильских военных, находились иранские офицеры. По предварительной информации, погибли не менее 4 человек, еще 10 получили ранения. Армия обороны Израиля заявила, что целью операции были командиры ливанского корпуса сил Кудс, корпуса стражей Исламской революции Ирана. По данным Сахал, они координировали подготовку атак против Израиля и действовали на территории Ливана в интересах иранского военного руководства. Имена ликвидированных командиров не раскрываются.
Израильские военные утверждают, что перед нанесением удара были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение. В Цахал подчеркнули, что не допустят укрепления иранского военного присутствия в Ливане и будут продолжать наносить удары по командирам и структурам корпуса стражей исламской революции, где бы они ни действовали. Президент США Дональд Трамп вновь призвал президента Израиля Ицхака Герцога помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху по обвинениям в коррупции, заявив, что премьер должен сосредоточиться исключительно на войне с Ираном. Трамп, обращаясь к Нетаньяху по прозвищу Биби, сказал в интервью израильскому телеканалу N12: «Президент Герцог должен сегодня помиловать Биби. Я не хочу, чтобы Биби беспокоило что-либо, кроме войны с Ираном. Герцог – позор. Он 5 раз обещал мне помиловать Биби». В ответ канцелярия президента Герцога подчеркнула, что пока Израиль находится в состоянии войны, вопрос о просьбе Нетаньяху о помиловании не рассматривается. Давайте проясним ситуацию и посмотрим на нее в перспективе. Во-первых, во время войны никаких разбирательств вообще не проводится. Поэтому все вопросы отменяются, и премьер-министр полностью сосредоточен на войне. Во-вторых, чтобы объяснить вашим зрителям, я глава государства, у меня нет исполнительной власти. Это похоже на то, что вы видите в Европе и других странах. И у меня есть право помилования. Я, конечно же, обязан соблюдать израильское законодательство и приношу присягу, как и в случае с президентом Соединенных Штатов, согласно американской конституции. У нас же есть израильская конституция для президента Израиля. Итак, я сказал. Вы бы поддержали помилование, сэр? Подождите минутку. Я сказал, что серьезно рассмотрю все варианты, но в соответствии с процедурой и израильским законодательством я обязан дождаться заключений соответствующих органов. Именно поэтому, конечно, все варианты рассматриваются, но все должно быть сделано в соответствии с израильским законодательством. Я очень уважаю президента Трампа, честно говоря, и отношусь к нему с большой симпатией и уважением, потому что он лидер свободного мира, меняющий историю. Но по существу дела, которое является внутренним делом в Израиле, я обязан, я приношу присягу и являюсь президентом государства Израиль. Министр иностранных дел Китая Ван И назвал войну на Ближнем Востоке конфликтом, который никогда не должен был произойти. Об этом он заявил 8 марта на пресс-конференции в Пекине по случаю открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей. Перед лицом того, что Ближний Восток оказался охвачен войной, я хочу сказать, это война, которой никогда не должно было быть, и которая не приносит выгоды ни одной стороне. Суверенитет является краеугольным камнем современного международного порядка. Мы считаем, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность Ирана и других стран региона Персидского залива должны уважаться и являются неприкосновенными. Китай всегда выступал за мир и сотрудничество. Все стороны должны как можно скорее вернуться за стол переговоров, урегулировать разногласия через равноправный диалог и стремиться к достижению общей безопасности. Будучи искренним другом и стратегическим партнером стран Ближнего Востока, Китай готов работать вместе с ними над реализацией глобальных инициатив безопасности, чтобы восстановить порядок на Ближнем Востоке, спокойствие для его народов и мир во всем мире. Спасибо. В марте запланирована встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Глава китайской дипломатии заметил, что диалог между Пекином и Вашингтоном очень важен. И при этом тонко, но остро раскритиковал изоляционистскую доктрину внешней политики Трампа, претендующего на монопольное влияние в западном полушарии. Отсутствие диалога между двумя странами приведет лишь к недопониманию и ошибочным суждениям, перерастет в конфронтацию и нанесет вред всему миру. Этот год действительно станет важным для китайско-американских отношений. На повестке дня находятся встречи на высоком уровне с Соединенными Штатами. Необходимо, чтобы обе стороны тщательно подготовились, создали благоприятную обстановку, урегулировали существующие разногласия и устранили ненужные препятствия. Китай всегда придерживается позитивного и открытого подхода. Ключевым моментом является то, что США должны работать в одном направлении с Китаем. Представьте, если бы Китай, подобно некоторым традиционным крупным державам, стремился к созданию сфер влияния в своем регионе, разжигая конфликты внутри блока или даже перекладывая проблемы на своих соседей. Была бы Азия такой же стабильной, как сегодня.
Министр иностранных дел Великобритании Ивет Купер заявила, что правительство Кира Стармера не обязано быть согласным с Дональдом Трампом по каждому вопросу. Отвечая на вопрос, не слишком ли медленно правительство Соединенного Королевства реагировало на нынешний кризис, Купер сказала, что изначально предпочитали дипломатию, но безрассудная реакция Ирана заставила правительство принять решение о необходимости ответа. Я также считаю важным извлечь уроки из того, что пошло не так в Ираке, и понять, что в случае любых действий, в которых участвует Великобритания, необходимо четко определять их цель. Все наши решения должны приниматься исходя из того, что правильно для британских граждан и отвечает национальным интересам Соединенного Королевства. Ни одна страна не скажет: давайте просто передадим свою внешнюю политику кому-то другому. Каждая страна скажет, что решение нужно принимать самостоятельно. Президент США обязан делать то, что, по его мнению, отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Премьер-министр Великобритании обязан делать то, что, по его мнению, отвечает национальным интересам Соединенного Королевства. Это означает, что иногда наши позиции могут расходиться. Британские самолеты каждый день и каждую ночь совершают вылеты, помогая защищать страны-партнеры от авиаударов, крылатых ракет и беспилотников. Поэтому уже на протяжении многих дней они участвуют в этих оборонительных операциях. Папа Римский Лев XIV заявил в воскресной проповеди, что из Ирана и со всего Ближнего Востока продолжают поступать крайне тревожные новости и призвал к прекращению насилия и возобновлению усилий по созданию пространства для диалога. В своей молитве «Ангелус» на площади Святого Петра Лев XIV, первый Папа Римский из Соединенных Штатов, предупредил, что война может распространиться дальше по мере эскалации боевых действий. Дорогие братья и сестры, из Ирана и со всего Ближнего Востока продолжают поступать новости, вызывающие глубокую озабоченность. Помимо актов насилия и разрушений, а также широко распространенной атмосферы ненависти и страха, существует опасение, что конфликт распространится и что другие страны региона, включая дорогой Ливан, могут снова погрузиться в нестабильность. Мы смиренно возносим молитву Господу о том, чтобы прекратился грохот бомб, чтобы замолчало оружие и чтобы открылось пространство для диалога, в котором можно было бы услышать голос народов. Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. Мы подтверждаем нашу приверженность, которая для нас, христиан, основана на Евангелии, признанию равного достоинства мужчины и женщины. К сожалению, многие женщины с детства подвергаются дискриминации и различным формам насилия. Я им выражаю особую солидарность и особенно за них молюсь. Пресс-служба Кремля в ночь на 8 марта опубликовала неотредактированную запись видеообращения Владимира Путина к российским женщинам по случаю праздника. Ролик длился 6 минут 19 секунд. В нем Путин дважды произнес текст поздравления, но после первого раза закашлялся, пожаловался на першение в горле и попросил перезаписать видео. Полную версию обращения с сайта Кремля удалили через 4 минуты после публикации, и вскоре появилось отредактированное видео. Однако большинство прокремлевских СМИ успели опубликовать кашляющую версию, не глядя. Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что... Першило, да? Да, чуть не закашлялся. Много говорил очень сегодня. Может, принести? Нет. Давайте. Работаем. Дорогие женщины, искренне рад поздравить вас с Международным женским. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и президент Украины Владимир Зеленский почтили память погибших украинских солдат в Киеве. Йеттен стал самым молодым премьер-министром в истории Нидерландов, когда в конце февраля его правительство было официально утверждено. Нидерланды были одной из ключевых стран международной коалиции по поставке Украине истребителей F-16 и передаче зенитных ракетных комплексов Patriot. Также в Киеве было объявлено размещение международной комиссии по претензиям в отношении Украины, которая займется подтверждением требований о возмещении ущерба, причиненного войной, который Россия будет обязана выплатить в будущем.